на своем канале. Сразу хочу поблагодарить всех тех, кто оставляет свои комментарии, кто делится своими историями. И сегодня смотрим такую тему. Есть определенные люди. Не буду говорить, каким способом эта информация проявляется. У каждого из вас она по-своему проходит. Но вы точно знаете, что человек что-то хотел бы сказать, но молчит. В реальности молчит. Человеку работа на кладбище перекрыта за его поступки, видимо, ранее сделанные. Человек в реальности молчит, но вот что-то хотел бы он вам явно сказать. И поэтому определенная информация о нем всплывает периодически в пространстве. Итак, будет два варианта. Мужчина и женщина. Это мужчина, это женщина. Вот давайте посмотрим. Женщину я пока уберу с горизонта. Мужчина. Сигнификатор человека – состояние перехода от одного берега к другому. И дело в том, что еще непонятно, что ждет впереди, на что надеяться. Много мыслей в голове роятся по поводу этого вопроса. Что-то с собой куда-то он перевозит, либо кого-то, либо что-то. Понимаете, есть какой-то багаж. Это багаж эмоций, знаний, либо имущества, либо еще что-то. Так. Давайте-ка уточним. Вот так. Давайте-ка мы с вами уточним, откуда человек уходит. Стремился в свое время к любви, к семье. Здесь человек, мужчина, короче говоря, он уходит из семьи. Когда-то он совершил тот выбор, который совершил, но в итоге ему приходилось, понимаете, как он находился в семье, но всегда смотрел куда-то вдаль, а у кого-то лучше, у кого-то жена лучше, у кого-то вот все лучше, а у него никак не получается достичь таких результатов. Возможно, он там в поездках где-то находился, возможно, к кому-то ездил и пытался создать семью, но, увы и ах. Знаете как, хотелось, видимо, чтобы как на картинке была семейная идиллия, а не получилось, потому что человек сам во тьме, он не проработанный, этот мужчина. Хорошо, следующий вопрос, что ты с собой там везешь? Здесь человек получил обраты, получил уроки, разочаровался в своих иллюзиях. Человек, который недоволен тем, что у него есть. Он много чего растерял в этих отношениях. У него резко что-то произошло, а что по башне там произошло. Ругань, выяснение отношений, отстаивание своих позиций, прав. Короче говоря, если он находился в каких-то отношениях, он там с женщиной мерился, у кого длиннее. То есть, я же сказала, мужчина не проработан. Король кубковый здесь. Здесь, понимаете, человек пошел за какими-то эмоциями, плюс, видимо, по нижним чакрам, пытался выстроить идеальные отношения с женщиной, которая на себя одевает мороки, чтобы казаться лучше, чем она есть на самом деле. Так, хорошо, куда этот человек направляется? Давайте посмотрим. Королева мечей. Не вы ли это?
посмотрите. Королева мечей. Он ожидает, что вы гнев на милость смените. И возможно, что... Смотрите, король кубков и здесь королева кубков. А ну-ка, вы это... Да, возможно, у вас был брак. Какая-то другая женщина. Нет, это не другая женщина, девочки, это вы. Здесь мужчина намылился к вам, к вашим берегам. Есть у него планы на то, что вы из мечевой перейдете в кубковость. Ну, в кубковые энергии. Больше эмоций, любви, что-то ему предложите, какую-то стабильность. И перестанете, видимо, ему обраты отправлять определенного характера и сносить ему голову с плеч. Так. Определились, кто, что, с каким багажом он там к вам хотел бы проявиться. Давайте вот так вот это оставим для понимания картины. И теперь приступим. Что бы этот человек вам хотел сказать, что он пытается, понимаете, вот он как будто бы разговаривает сам с собой, но в реальном мире, на физическом плане, он почему-то это не проявляет. Что бы он хотел вам сказать? Что он в восьмерке мечей, в самоограничениях, что он был в треугольниках, что у него что-то украли. Так, с треугольниками нам все понятно, да, как бы, а что у него там украли? Так, здесь человеку пришлось быстро отстаивать свои границы, либо свои какие-то интересы, либо имущественные споры в тех же судах могут проходить. Здесь человек хотел бы сказать, что он хочет почиститься. Какой-то бы ему ритуальчик нужен был для его очищения. Так, вопрос следующий. Что у него там крали? О, здесь человека опустили ниже плинтуса. Здесь человека просто уделали. С помощью магии посадили в некие ограничения. А что за ограничения? Не получается больше побед у псевдоимператора. Все как-то в стагнацию ушло, в состоянии болота, бизнеса. Ну что с бизнесом? Треугольники. Пьет человек еще по этому поводу. Здесь трансформации проходят личностного плана. Чего-то он должен... Всевышний решил, что этот мужчина должен чему-то научиться. Научиться или нет, это вопрос спорный. Я так предполагаю, что он бросил одну лиану, как обезьяна, и хочет уцепиться за другую, то есть за вас. Смотрите, здесь состояние болота, и по поводу... Ну, не состоялся он как любимый мужчина, как глава семейства. Понимаете, вопрос, умеет ли он брать ответственность за семью, тоже спорный на самом деле. Но и тем не менее, по бизнесу здесь болото. Все, у человека не получается выстроить отношения, у человека не получается выстроить договора, бизнес, дело и тому подобное. И отношения тоже. И треугольники там, и пьет по этому поводу. Но в ограничениях он находится по какой причине, девочки и мальчики? Потому что на нем есть магия. Здесь кто-то, возможно, это бабца, от которой он ушел, сказала: да не доставайся же ты никому, и сделала так, чтобы у него не было ни с кем отношений, и в бизнесе был провал. Тупо месть такого плана. Хотя почему тупо? Неизвестно, какие там у них были отношения, возможно, все и правомерно она делает. То есть тоже такой интересный момент, как бы. Хорошо. Хорошо. Теперь давайте-ка посмотрим, что же он вам хотел бы сказать. Как я уже говорила ранее, то человек может и спорить с вами, понимаете, но он хотел бы какого-то совместного... Вот понимаете, здесь такое впечатление, человек хотел бы к вам за чисткой обратиться.
Смотрите, здесь человеку, он готов что-то дать, но и хочет что-то получить. Да, совместная какая-то работа над чем. Так, совместные энергии. Короче, человек хотел бы вам... Знаете, во-первых, здесь может проходить такое, что мужчина хотел бы почиститься у вас, либо с вашей поддержкой, с вашей помощью от треугольников, от каких-то привязок и тому подобное. Это то, о чем он думает. Потому что, видимо, у других не получается это сделать. Да и вряд ли получится. Во-первых. Во-вторых, здесь человек хотел бы что-то вам предложить. На постоянной основе, понимаете? А что там на постоянной основе? Какие-то планы. Будет ссылаться на то, что у вас было в прошлом, если вас связывает какое-то прошлое. Работа, семья, дружба, отношения, любовь и тому подобное. Здесь человек как-то захочет, ну-ка, расскажет вам какую-то тайну. Да, возможно, какую-то тайну еще вам откроет, возможно, почему вы разошлись в прошлом, или почему у вас что-то не сложилось, вот, и для чего ему это надо. О, как! Вот это да, потому что девятка мечей, смерть, четверка кубков и дьявол. Здесь человек и пьет, и недоволен жизнью, и трансформации не проходит, и бесы его жрут, и демоны атакуют. Здесь на человеке букет дерьма, господа товарищи. Здесь серьезно хотелось бы, понимаете, как минимум вам об этом рассказать, поделиться, дабы сыскать ваше какое-то расположение, как минимум. Точнее, это как минимум, да. А как максимум, чтобы еще вы его и почистили, коль вы ведающая, знающая персона. Итак, что бы он вам еще хотел сказать? Здесь человек может, знаете что... Рассказывать о том, что фортуна на его стороне, что он всем управляет, что у него есть деньги, что он повелитель своей судьбы, давайте я так скажу. А по факту, что у него? Магия не получается, фортуна не работает. Здесь человек обращается к христианскому эгрегору, либо к другому, любому религиозному. С деньгами у него давно уже вообще все очень плохо. На хромой козе в припрыжку, знаете, так, и с натягом это все происходит. А что по поводу его там, и что по высшему суду? Смотрите, у человека проблемы с религиозными эгрегорами. А почему? Давайте, а почему у него? Во-первых, смотрите, есть такой момент на его фортуне, там подсел. Так, делал против вас магию. Да, делал против вас магию, магичить на вас не получается больше, учтите, но к вам он хочет заявиться, это в его мыслях, что, ну, по дурачку, как будто бы ничего не было, и вы не в курсе его деяний против вас. Здесь у персонажа, видимо, магия была и через религиозные эгрегоры, и как бы все, подвис. Предки, духи рода его просто, ну, и эгрегоры религиозные, мусульманство, ислам, христианство, католицизм, да все равно какая религия, куда бы он ни подался, его оттуда отрезают, не помогают ему, все. Дорукотворил, можно сказать. С деньгами проблемы, фортуна, на его фортуне, вообще на его судьбе, я бы даже здесь сказала, ну... Да, здесь родовая сущность, здесь из рода вышли какие-то кармические долги, очень давнего толка, то есть это ни одной сотни лет, я бы даже так сказала. Здесь курирует определенная энергия это все. И с христианским эгрегором это тоже связано, я вам хочу сказать.
Если этот человек бегал на погосты и делал какие-то дела против вас, а в начале расклада вы видели, какие карты вышли у нас, выпали, соответственно, тут коса на камень пошла. Здесь человек, ну не его это, понимаете? Магия вообще это не его. А тем более сочетание таких вещей, как погост и храм. То есть, ну я так обозначу, кто в курсе, вы поймете, о чем я. А для всех остальных достаточно будет и вот этих двух слов. Так, понимаете, здесь человек хочет появиться к вам в презентабельном виде, но по факту у него нет ничего, и у него полная жопинс. Кстати, по потоку могу сказать так, этот мужик пытался сделать подмен судьбы с вами. Да, девочки, он считал, что он поступает по правосудию, его правосудие, потому что ему тяжело, а истинное правосудие в том, что это была ваша энергия изначально, он ее присваивал себе. Либо же здесь как вариант, смотрите, если это ваш бывший муж, его мамаша, сестра, тетка, либо какая-то другая кобылина с вас стягивала, чтоб ему фартило. А вы, видимо, себя почистили, и человечку стало тяжело, поэтому нужно опять к вам, скорее всего, что за вашим ресурсом. Ни больше, ни меньше. Тупо за вашей помощью, потому что вы просто более выгодный вариант. Ни больше, ни меньше. Пока ему было выгодно вот там сидеть, он о вас даже не вспоминал, и это вот 1000000%. Что еще хотел бы он вам сказать? Ой, люблю, туфли куплю. Бес попутал, демоны напали. Любви нашей с тобой нам с мира мертвых помешали. Понимаете, вот что-то из этой оперы. Любовь накрылась, общения с людьми нет. Десятка мечей, только лежим, смотрим в те дали, куда хотелось бы попасть, но по факту никогда он, понимаете, вот этот переход он не совершит. У него не хватает сил, энергии и много еще чего, дабы переплыть, понимаете? А, кстати, вот этому перевозчику ты уплатил. Да, какой-то откуп он давал, хочу я вам сказать, для того, чтобы у него появилась возможность как-то к вам проявиться. Понимаете, у него, видимо, были закрыты пути дороги к вам. А ну, были закрыты? Я бы не сказала, что были закрыты. Были, девочки, все-таки были. У вас были шансы, допустим, встретиться, переговорить, но каждый раз эти шансы перекрывала некая сила. Та сила, которая всегда его садила в двойственное состояние, особенно по отношению к вам. Любовницы, подстилки, мамаши, сестры, тетки, насрано кто, кто просто вклинивался и не давал ему к вам проявиться. Но это лишь предлог. Вы же понимаете, да? Здесь все осознанные люди, надеюсь, у меня на канале. Это всего лишь предлог. Там просто комплекс, ходячий вот такой комок комплексов, там страхи у мужчины, неверие в себя и понимание того, что он, подобосрался. И вы оказались в итоге правы. Потому что в свое время, скорее всего, вы его предупреждали. Туда пойдешь, голову отсекут, туда пойдешь, ног лишишься. А так пойдешь, вот это тебя ждет. Он решил, что вы невыгодное вложение, и пошел. А теперь почему-то он хочет к вам обратно. Вопрос, для чего ему это? Стабильности хочу. Дома нет, семья не получилась. Хорошо, не получилось. А по отношению к вам? Возможно, здесь человек хочет... Девочки, у кого уже есть отношения, семья с адекватным, настоящим мужчиной, хочет вам развалить брак,
и перенаправить вашу энергию в какое-то другое русло, чтобы вы, видимо, ушли. Да, чтобы ваш брак обнулился, чтобы вы обнулились. И что тогда, по его мнению? По его мнению, в его мечтах и иллюзиях вы с ним начнете сотрудничать, а он будет крадники на вас цеплять, на вашу судьбу, фортуну, удачу, финансы, здоровье и тому подобное. Будет красть, воровать, обворовывать, опять за вашей спиной себе под матрас деньги налаживать, допустим, да, как вариант. Именно налаживать, не класть, а налаживать. Вот кто понимает, о какой разнице, я вас поздравляю. И для чего еще? Человек хотел бы, чтобы вы ему помогли поработать на кладбище с высшими силами, дабы, во-первых, если... Да не если, здесь у человека по нижней чакре просто не стоит, валяется. Это во-первых. Во-вторых, ему нужна энергия для того, чтобы дальше двигаться, создавать бизнес, брать ваши идеи, ваш ресурс, вашу энергию. И здесь еще человек хочет ваших знаний, потому что вы ведьма. Вы должны его научить, как правильно работать на кладбище. Понятно? Вот так. Оплатить он вам за это собирается? Да, здесь поездка к вам. Мечты какие-то долбанные тоже о семье. Возможно, какие-то чем-то не получится у него, денег не насобирает. У него что-то случится, произойдет. Здесь, понимаете как? Здесь человеку высшие силы просто перекрывают все пути дороги любыми способами к вам. Вот и все. И он это... Потому что здесь нужно иметь яйца, чтобы преодолеть вот ту магию, которая на нем висит. На нем, девочки, на этом мужике джекпот. Вот реально, джекпот, там сочетание таких карт рядом легло, что о чем тут еще говорить. Вот такой вот переходной возраст у мужчинки, понимаете? Непонятно кому за что платил, не получилось, и тут он решил к вам. Ваша сила ему нужна, понимаете? Здесь, знаете, какой мужик проигрываться может, который, если вы были в отношениях, унижал ваше достоинство, абьюзил по полной программе, лгал, манипулировал, не договаривал кучу всего, скрывал от вас свои истинные доходы, даже если у вас есть общие дети. И, кстати, если вы ему говорили что-либо по поводу магии, он мог говорить: нет, этого не существует. Но в итоге на вас делал приворот, и к вам какую-то магию он все равно применял, заказывал, бегал, деньги платил. А теперь вляпался по полной, я не могу. И оказывается, что вы больше в магии знаете. Оказывается, что нифига себе. Вы умеете ого-го и ага-га. Понимаете как? И он решил вот так вот. Хотел бы. Он не решил еще. Он ни черта не решает. Там человек только, понимаете, в думах каких-то своих глупейших, иллюзиях и тому подобное. Здесь он еще ничего не решил, он просто думает, что вот хотел бы проявиться, знаете, как мечтает, что вы его почистите, что вы его на путь истинный наставите и проложите прям, понимаете, проторенную дорогу к высшим силам с помощью своих знаний. Вот так-то, по первому варианту. Пишите мне в комментариях, как у вас это проигралось. Итак, второй вариант. Здесь человек Солнца. Здесь у вас могла быть какая-то дружба с этой женщиной. Дети вас могли связывать, либо с детства дружили, общались, либо же связано что-то с детьми и у вас, и у нее. Либо же эгоизм. Смотрим, что бы эта женщина хотела сказать. Давайте еще посмотрим, кто она. Девочки, здесь человек, с которым вы общались, которого вы любили, может, это и сестра ваша проходит, да, но здесь вклинились определенные энергии. Здесь мир темных просто помешал. Ваши отношения закончились, хотя они были крайне гармоничны. Но здесь помешал мир мертвых. Вот так. Почему помешал, это уже дело 25-е. Давайте-ка сегодня мы смотрим, что бы она хотела вам сказать, но молчит. Чего-то ожидает.
Ожидает каких-то разрушений, каких-то внезапных. Она как предчувствует что-то. А что она? Девочки, здесь этот человек мог с вами воевать, мог что-то доказывать, мог плеваться в вашу сторону, распространять какие-то сплетни, и теперь понимает, что за это прилетит бумеранг. Этот человек как будто знает, да, вы перестали общаться, и здесь реально просто, ну, человек в вашу сторону лил помои со своего рта, давайте я вам так скажу. Разобрался, либо не разобрался, я не знаю ситуации. А ну-ка, разобрался доподлинно? Нет, не разобрался человек. Поверил той лапше, которую на уши ему навешали. Да, здесь была магия на эту женщину для того, чтобы она поверила лжи, которую о вас распространял еще кто-то. То есть третье, четвертое лица. Теперь этот человек понимает и знает, что его ожидает расплата. Что он еще хотел бы вам сказать? А ну, это к вам? В каком контексте? Вы знаете, здесь человек хотел бы сказать, что он хотел бы с вами переговорить. Эта женщина хотела бы пообщаться. Хотела бы обсудить некие обстоятельства, выяснить что-то, понимаете, а как на самом деле есть, возможно, развеять вот ту вот ложь, клевету, которую о вас распространяли и которой она поверила. Здесь человек думает много о вас. Что еще хотела бы сказать? Так. Во-первых, этот человек, понимаете, он как закрыт, он не открывает себя. Вот он закрылся по какой-то причине в своей молодости, в детстве, да, и держит как-то все внутри себя. Здесь, возможно, эта женщина потеряла любимого человека, потеряла ребенка. Либо были такие обстоятельства в ее жизни, допустим, ну, не по ее вине, не из-за ее выбора, когда она теряла детей. То есть не вынашивала. Но также здесь человек хотел бы вам сказать, что он, ну, вот вроде бы сражается с определенными энергиями, которые его сковывают, чтобы прийти к пониманию, знаете, вот все точки над «и» расставить, как-то структурировать себя, думает насчет этого. Здесь у человека явно были иллюзии накинуты благодаря другому лицу о том, как вы относитесь к этой женщине, как эта женщина относится к вам. Эта женщина магичила на вас под мороками, считая, что она вершит справедливость. И здесь, понимаете, как? У человека нет каких-то новых предложений, нет оборота энергии с людьми. И еще такой момент. И здесь есть какое-то разочарование. Вот знаете, есть другой человек, он о вас лгал, вот этой женщине. Да. Мужчина, женщина. Смотрите, здесь может проходить как мужик, так и женщина. Но если женщина, она полностью закрывает себя, чтобы ее не просмотрели. И
знаете, это мужик, это не женщина, это мужик. Причем этот человек, который настраивал вот эту женщину, которую вы загадали, против вас, вот эта женщина хорошо относится к этому человеку, либо относилась. Она разочаровалась в том, к кому искренне относилась. Как когда-то, возможно, вы разочаровались в ней. Ей на что тогда подоткрылись глаза. Либо же какой-то мужчина, понимаете, который ее обманул, а вы, допустим, предупреждали об этом. Как вариант. Но здесь больше проходит какой-то типа мини-ковен, мини-сообщество с другими женщинами. То есть куда-то ездили, путешествовали, работу проводили. И вот эта барышня, на которую вы смотрите, под иллюзиями, магией, напущенными на нее, считала, что она вершит справедливость по отношению к вам. Что бы еще хотела сказать? Что вспоминает о том, как вы раньше проводили время. Человек понимает, что вы обороняетесь, вы уже не... Понимаете как? К примеру, это ваша подруга, либо сестра, близкий для вас человек. Здесь какой-то, знаете, между вами была любовь, дружба. Вот если дружба, то вот настолько искренняя, во всяком случае с вашей стороны. Но в принципе со стороны этого человека очень давно. Девочки, очень давно это были искренние чувства. Потом, если вы снова встречались по жизни, общались, человек хотел только поиметь с вас блага. Причем вместе с вами делая какой-то проект, либо же, если касается магии, чтобы вы помогали в ритуалике, но тупо для использования ваших ресурсов, ни больше, ни меньше. Здесь она хотела бы вам сказать, что перекрывали ваши способности как ведьма, перекрывали вам финансовый канал, нападали на вас, атаковали, делали всякую гадость, и все, что это все прекращено, потому что как-то человек начал задумываться о том, что, видимо, он вредил вам, а пошло на его детей это. Ему как бы, ну, такой отдачей дало, что по детям ударило. Что хотела бы сказать, что все нападки эти типа прекращены, и хотелось бы, здесь человек больше думает о прошлых ваших отношениях. Что еще хотела бы сказать? Что ей очень тяжело зарабатывать деньги, потому что если это практик, ведающая и маг, допустим, то сил у нее нет, тайных знаний нет, общения, то есть, ну, 15-й больше не помогает, перекрыта связь с этими силами, и ей очень тяжело. Еще что хотела бы сказать. О том, что больше она не в браке, как-то отношения личные, я же говорю, либо там сожитель, муж, не знаю кто, как умер, отказался, ну, короче, расстались и тому подобное. Не получаются работы и ритуалы, те, которые получались ранее, особенно через погост, через хозяйку кладбища, с высшими силами, не проходит, понимаете, человек перестал быть императрицей своей жизни, своего статуса и своего положения. На все это пришла десятка мечей. Ритуалика закрылась, бизнес закрылся, связь с высшими и связь с темными закрылась. Статус императрицы, то есть это мать, жена, любимая женщина, да, плодородие как бы в жизни у женщины. Возможно, здесь и по здоровью, понимаете, то, о чем я говорила. Возможно, был выкидыш, да, вот, ну, вот что-то типа такого, когда идет потеря и мужчины, и ребенка. То есть ребенка, который еще не родился.
Здесь, знаете, хотела бы она вам сказать, что кармическая ситуация, она была предрешена предками, духами рода, как вашего, так и ее в свое время. Короче, вот эта женщина начинает отлистывать в своей памяти, что зачем шло, какие события предшествовали тому, к чему ее привела жизнь к данному моменту. И здесь какая-то баба специально ее как подначивала, понимаете, подначивала действовать против вас. Какие-то планы у этой бабы там были, а вот эта женщина, как слепой котенок, доверяла, верила, либо еще по каким-то другим аспектам. Возможно, она считала себя виноватой перед вот этой женщиной из-за каких-то своих поступков по молодости. Опять же таки, как пример. Что бы еще она хотела сказать вам? Хотелось бы с вами поработать, пообщаться как-то. Поддержка бы ваша не помешала бы ей сейчас. Дабы вот это, понимаете, преодолеть состояние, исцелиться. Возможно, здесь человек хотел бы просто поговорить и выяснить с вами, а что же есть правда из всего того, о чем ей говорили про вас. Здесь о трансформациях, о каких? Девочки, здесь на эту женщину, я не знаю кто, не буду лезть дальше, потому что там есть человек, которому вот эта женщина доверяла, которого она любила, дружила. И он, этот любимый персонаж, ею проманипулировал. Как-то спровоцировал сделать не тот выбор, особенно по отношению к вам, и имеете то, что имеете. Она бы хотела вам сказать, что ей кошмары снятся. Она видит во снах, видимо, истинное положение вещей. Ей хотелось бы выйти из этого положения, переговорить, как-то с вами пообщаться по поводу каких-то магических передряг, по поводу крадников, каких бы то ни было. Возможно, она совершала, на нее совершали, на вас совершали, понимаете? Здесь как она ждет послания от высших сил для того, чтобы начать как-то действовать к вам. Возможно, приехать к вам как-то домой, либо написать, либо, знаете, как-то проявиться. Ждет, а ну по поводу вас это, по поводу вообще жизни. Да, девочки, по поводу вас хотелось бы с вами переговорить и вот, знаете, как энергию получить, вот, но это не в плане того, чтобы ее у вас украсть, свистнуть, а именно вот пролить свет на определенную какую-то стабильность. Понимаете? На ваши отношения, на ваше содружество, на то, что происходило в доме. Но здесь вы могли просто, допустим, и сидеть там, встречаться, да, общаться на той же кухне, либо кому-то друг к другу в гости ездить, либо домой попадать. Здесь человек хотел бы пролить какой-то свет, понимаете, на эту всю ситуацию. Фортуна закрылась, понимаете? Человек в самоограничениях. И вот от вас хотелось бы, знаете, как поддержки, помощи, либо же подсказки. Вот даже вот такого плана. Здесь просто человек хотел бы разобраться. Вы могли пить, гулять, танцевать вместе, дружить. Возможно, вы работали вместе на местах силы, на погосте, как вариант. У человека были неплохие задатки, и на их основе были хорошие планы, но эти планы перекрываются бухлом, пьянством, гулянством. Здесь человек мог с помощью магии, допустим, ритуалики, ну, зарабатывать себе на жизнь, да, сотрудничая с силами. И это все обнулено. Вот что хотела бы она сказать. Тяжело с детьми.
вопросы решаются. Тяжело что-то с детьми, понимаете? То, о чем я уже сказала, либо же... Слушайте, может, вы вообще понимаете, почему эта женщина не может выносить ребенка? Вот вы просто знаете причину, по которой у нее происходят выкидыши постоянные. Либо почему ее ребенок болеет на самом деле, либо вот там что-то с ребенком, понимаете? Я вам хочу сказать так, когда вот эта женщина, если вдруг вам здесь не надо ничего делать, вот если она проявится первая, с четкой конкретной целью, потому что этот человек так или иначе, он имел в свое время такое, знаете, такое свойство точить ножи для того, чтобы впихнуть их вам в спину. И вы помните об этом. Здесь, когда вот эта женщина с вами пообщается и расставит точки над «и», она будет рвать и метать по отношению к тем людям, кто ее действительно предал. И знаете, что здесь последние 3 карты? Здесь по высшему абсолюту ваша душа и ее душа, вы можете быть связаны с прошлых жизней, с прошлых воплощений. Может, у вас одна звездная семья, как вариант. У вас был бы замечательный союз, но если бы до кобы до во рту росли грибы, это было по задумке высших сил. Но вы, как она, так и вы выбрали то, что вы выбрали, и ваши пути разошлись. Но этот бы союз принес очень много полезного, как для Вселенной, так и для каждой из вас. И это вы тоже учтите. Уж не знаю, кого вы загадали. Но будете сотрудничать, смотря с чем человек к вам придет. По-человечески, ну, по-человечески. А нет, ну, на нет и суда нет. Сами понимаете. Но тут тоже будьте осторожны, посмотрите, в каких энергиях человек, какая у него степень осознанности, да, вообще, и. Понимаете, вы как дополняли друг друга, и здесь как будто с помощью отворотной магии, хотя если женщина на женщину смотрите, допустим, вы подружки, вам кто-то это сделал. Но это не умаляет того факта, что человек на вас делал гадости. С помощью других, слушая других, это уже не ваша проблема. У человека тоже своя голова на плечах. Вместо того, чтобы слушать о вас всякую ебурню, можно просто взять и спросить, уточнить, а правда ли это. На этом всем желаю осознанным добра этого мира. Жду ваших историй в комментариях. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.